В этом фрагменте я покажу вам виды прибавок и убавок, которые встречаются в мастер-классе. Первая убавка – это убавка 2 вместе лицевой. Она вяжется легко, 2 вместе лицевой петлей, вот, и она получается с наклоном влево. Вторая убавка у нас убавка с наклоном вправо. По учебнику она вот так вот в лицевом вязании делается вот отсюда, захватывается нить, делается это очень неудобно, и петля перекрещивается, ровно она не ложится. Я делаю немножко по-другому. Я перед тем, как ее так провязать, снимаю петли. Вот у нас первая стенка петли сзади находится. И я эти 2 петли, которые нужно провязать вместе, снимаю и переодеваю этой первой стенкой вперед. Вот так получается. И теперь таким же образом провязываю. Она уже провязывается легче. И она ложится открытая, ровненькая, с наклоном вправо. Теперь я покажу скрещенную изнаночную. Вот я здесь уже приготовила пару накидов на лицевой стороне. Теперь с изнаночной стороны я вам покажу, как их нужно скрестить. Вот так у нас идет накид с изнанки. По учебнику нам рекомендуют вот завести спицу назад, вот так вот просунуться, вот так вот в петлю. Она вот у нас уже как бы скрестилась, и провязать изнаночной. Это неудобно. Я делаю опять же так. Переодеваю нить, вторую стенку, чтобы она была спереди, и провязываю изнаночной за нее. Тоже скрещивается, вяжется намного проще. С лицевой стороны выглядят они одинаково, зато вязать намного легче. Вот как они выглядят с лицевой стороны. Это та, что по учебнику, это та, что я по-своему. И они добавились. В этом фрагменте я вам покажу, как прогладить деталь. На утюге мы ставим катон на пар, но не лен, а катон. И максимальная у меня вот 2, максимальный пар. Вот пар пошел. Вот мой образец, похоже на рукав. Расправляем пальцами реглан с изнанки. Пар пошел. И вот прямо вот так разглаживаем, чтобы он развернулся. Не боимся, эти нитки гладить можно. Если вы не будете вязать этими нитками, на этикетке обязательно смотрите. На этикетке пишут, можно пряжу или нельзя гладить. Когда мы прогладили реглан с изнанки, этот край мы не трогали, потому что он в другую сторону завернут. Переворачиваем на лицо и расправляем утюгом край вязания и отпариваем. Вот и все. Деталь готова для сшивания. В этом ролике я вам покажу, как сшить реглан. Вот ниточка. Я уже вставила иглу, которую мы оставляли упорно для сшивания. Вот мы ее вставляем. На рукаве с этой стороны нет ниточки. Эта ниточка пойдет на этот шов. Объединяем детали вот в эту петлю, которая у нас как бы заворачивает в нее, и в эту же, в такую же петлю здесь. Вот так подтягиваем друг к другу,
Вот, они у нас ровненько соединились. Теперь мы шьем вот в эти боковые петли, которые у нас идут через ряд, за ихние соединения. Вот между них мы прокалываем иглу, вот они, 2 петли. И точно так же с другой стороны, вот 2 петли, за ихние соединения прокалываем и подтягиваем. Шьем мы по лицу, весь шов скроется в изнанку. И таким образом продолжаем шить до конца. Вот между петель прокалываем. Точно так же возвращаемся во вторую деталь. И подтягиваем, стягиваем. Пальцами все разравниваем, все можно, чтобы оно было ровнее. И так мы шьем до конца реглана. Подтягиваем. Вот реглан наш закончился. Переворачиваем наизнанку и одним узелком просто закрепляем, чтобы не разъезжалось. Все. Эту часть мы вшили. Следующий шов мы возьмем вот эту нитку и сошьем точно так же вот так. И у нас будет рукав. Одинаково. Вам нужно научиться набирать петли крючком на спицу. Делается это так. Берете ниточку, делаете узелочек, первую петлю, вот так. Берете спицу, прикладываете ее к крючку снизу, за вязанием, за этой петлей. И поворачиваете по часовой стрелке нитку, захватываете крючком и провязываете. Далее делаете точно так же. По часовой стрелке обворачиваете и провязываете. Обворачиваете и провязываете крючком петельку. Обворачиваете и провязываете. У вас получится вот такая косичка внизу набора петель. Крайнюю петлю вы просто одеваете обратно на спицу. Благодаря этому набору у вас получится одинаковый край у банта с обоих сторон.